Армия России стремительно наступает в Курской области. Украинцы в панике выводят войска, а главком ВСУ лично принял командование силами украинского наступления, которые несут колоссальные потери под населенным пунктом Суджа. На всем Курском направлении фиксируются более активные боевые действия, чем в предыдущие дни. Оперативной паузы на фронте не наблюдается, а недавно поступила информация, что один из пригородов Суджи взят российской армией. По другим сведениям, в Курской области идут ожесточенные бои. В частности, русские войска продолжают атаку на подступах к хутору Калмаков, который находится недалеко от Суджи. Поступает информация о том, что бои также ведутся за поселок Плехово. Подтверждается, что прямо сейчас продолжается его зачистка российскими бойцами, которая периодически переходит в перестрелки с бойцами вооруженных сил Украины, которые засели в обороне. Русские их забрасывают всем, чем только можно, но украинцы продолжают оставаться на позициях, а приказа на отход украинцев с Плехова так и не поступало. Русские солдаты с тех мест направления считают, что ликвидация остатков украинцев может растянуться на пару недель. Украинские же солдаты считают, что ситуация как под Плехово, так и на всем Курском направлении вполне контролируемая для них, благодаря огромной протяженности серой зоны на данном участке фронта. Это позволяет легко контролировать подходы на большинстве участков подконтрольных Украине территорий. Зато рассеялся туман войны над населенным пунктом Новоивановка, который соседствует с Зеленым шляхом. Даже украинские источники сообщают, что населенный пункт контролируется Россией. Что касается населенного пункта Викторовка, то новости о том, что украинцы выбиты из села, не соответствуют действительности. И на данный момент там продолжаются ожесточенные бои. Русские войска продолжают проводить перегруппировку и готовятся к новому рывку. В ходе последнего рывка украинцам пришлось отступить с населенных пунктов Толстый Луг и Леонидово. Это позволяет русским уже более коротким брызком продолжать бои за Викторовку и закончить отсечение северной группировки войск украинцев. Также русские предпринимают попытку развить наступление южнее и восточнее Суджи. И здесь у вооруженных сил России есть кое-какие тактические успехи в районе поселка Плехово. Добавлю, что сейчас в Курской области очень много, если не все, зависит от логистики и связи. Украинцы испытывают колоссальные трудности со снабжением, которое зависит от похода, и поэтому в первую очередь стараются не подпускать русских к важным автотрассам, от которых по сути и зависит длительность пребывания ВСУ в Курской области. Когда дело касается разбросанных в зоне вторжения опорных пунктов, расположенных вдали от этих дорог с твердым покрытием, то ситуация для украинцев становится аховой. Если ВСУ туда заезжают, то на них обращается прицельный огонь с различных орудий, который не позволяет нормально закрепиться и приносит огромные потери. В районе населенного пункта Ольговка, где стало известно о множестве украинских солдат, оказавшихся в окружении, была попытка вернуть позиции украинской армии. По личному приказу Сырского группировка войск «Север» подтянула имеющиеся здесь резервы и большими силами пошла на позиции русских. Сообщается, что в данной атаке было задействовано до 2 тактических групп на 10 бронемашинах при поддержке нескольких танков. Это была самая мощная атака украинцев за последний месяц. Она не увенчалась успехом, и по данным русских, украинцы потеряли 60 солдат и 5 единиц бронетехники. Наступление украинцев после этого затихло, и это несмотря на то, что главнокомандующий ВСУ взял ситуацию под личный контроль. Однако здесь все говорит о скором начале очередной, более активной фазы боев. Об этом говорит Юрий Подоляка. Русские части проводят подготовительные действия под Ольговкой, без которых дальнейшее движение вперед с учетом численности и качества войск украинцев на участке фронта просто невозможно. Уже не один день со стороны России проводятся мероприятия по уничтожению войск Украины в районе Большого Ольговского леса. Это делается для того, чтобы разблокировать движение по трассе Коренево, Зеленый шлях, Суджа. А еще вчера в рамках подготовки в районе Дарьина была сброшена, в том числе, и самая мощная из применяемых русскими авиабомб ФАБ-3000. Известно и то, что находящиеся в Курской области украинцы шокированы от данной авиабомбы, а украинские ресурсы сообщили о тяжелой ситуации на Курском направлении. Украинские военные блогеры также сообщили о том, что украинцы, которые развернули флаг над газовой насосной станцией в Судже в Курской области, а также недалеко от супермаркета «Пятерочка», уже боятся туда подходить без лишнего повода. Возможно, ввиду этого в украинских новостях разгоняется ситуация чудесного спасения неубиваемых морпехов 36-й бригады под Любимовкой. Говорят, что морпехи этой бригады вызвали на себя огонь во время штурма русскими здания, в котором они засели в небольшом количестве. Огонь кассетных снарядов артиллерии накрыл атакующую российскую пехоту, а морпехи пережили атаку. Большая часть украинцев вырвались потом из горящего здания.
командования. Многие считают эту историю постановкой, поскольку русские солдаты не берут штурмом выявленные взводные опорные пункты, а элементарно их разносят авиабомбами. Кроме того, в сети появились жуткие кадры сгоревших тел украинских солдат, что лишь подтверждает ожесточенность боев на данном направлении и стремление русских не пустить вооруженные силы Украины на свою территорию. Тем временем на российских просторах солдаты из КНДР прибыли помогать русским солдатам в Курской области. Корейцы будут осваивать навыки нейтрализации войск НАТО для будущего противостояния. Возможность отправки солдат КНДР на юридические территории Украины, скорее всего, является ложью и огромным опасением западных стран по поводу солдат из Северной Кореи, которые могут изменить ход сражений в Курской области. Важно понимать, что Северная Корея — это довольно специфическая страна, и пугать весь Запад войсками КНДР в Украине выгодно. Также выгодно пугать войсками КНДР и жителей стран НАТО. На Северную Корею легко можно перекинуть множество собственных неудач, и никто этого даже не заметит. Теперь же в войну в Украине включилась и Южная Корея, у которой возник к ней большой интерес после отправки войск Северной Кореи на территорию России. В частности, Виктор Ча, глава корейского отделения Центра стратегических и международных исследований, в интервью Korean Times заявил, что в зоне боевых действий может быть развернут северокорейский батальон численностью до 3000 человек. Более того, якобы военнослужащие КНДР прошли подготовку под личным руководством Ким Чен Ына. Подобные заявления могут заставить Южную Корею, одного из крупнейших производителей вооружения в Азии, пересмотреть свою позицию по поводу предоставления оружия украинцам и выделить больше ресурсов на помощь Украине. Власти Южной Кореи с самого начала придерживались принципиальной позиции, что украинцы не будут получать оружие. Теперь же, пользуясь информацией о северокорейском батальоне, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль уже пообещал удвоить взносы в фонд помощи НАТО для Украины до 24 миллионов долларов в 2025 году. Влиятельное издание The Eurasian Times пишет, что никакой необходимости в отправке северокорейских солдат на юридическую территорию Украины просто нет. Южнокорейские и западные аналитики заявляют разные данные по поводу численности войск КНДР на территории России, часто их преувеличивая. Любые разговоры о том, сколько войск КНДР прибудет в Россию, являются аналитикой и не более. Также утверждается, что солдаты из КНДР проходят подготовку и оснащаются российским вооружением. Об этом пишет та же The Eurasian Times. Насколько верить в подобные заявления, ты решишь сам. Причина же отправки войск КНДР на территорию Курской области кроется в том, что Россия не хочет ослаблять свою военную мощь до такой степени, чтобы НАТО попыталось воспользоваться этим и сокрушить Россию стремительным ударом. Подобные разговоры уже были среди западных политиков, поэтому Россия использует необходимый минимум сил, чтобы в любой момент иметь возможность противостоять удару НАТО, и войска КНДР тут очень хорошо пригодятся. В остальном же русское государство полагается на собственные производные мощности ВПК, чтобы медленно, но неуклонно подавлять Украину, одновременно сдерживая вмешательство НАТО. Но для этого необходимо иметь большой военный резерв, подчеркивает The Eurasian Times. Так что подразделения КНДР позволяют направить на фронт больше российских военнослужащих из тех, что находятся в тылу. Протяженность сухопутных границ России составляет приблизительно 22 тысячи километров и требует размещения боевых подразделений на всех военных объектах. А ведь помимо украинского участка границы, российская армия должна быть начеку на границах с другими членами НАТО. Например, Финляндии 1309 километров, Норвегии 196 километров, Эстонии 324 километра, Латвии 332 километра, Литвы 280 километров и Польши 232 километра. Не стоит забывать и об Аляске, где тоже есть граница и натовские военные. Западные страны везде могут попытаться организовать провокации. Однако, несмотря на предполагаемое участие северокорейских войск, это не сможет покрыть основные потребности России на фронте. Даже если сообщения о направлении сотни тысяч солдат КНДР подтвердятся, этого количества будет недостаточно для покрытия потребностей российской армии в личном составе, чтобы достичь обозначенные цели, поставленные еще в 2022 году. Реальная ситуация на фронте требует значительно большего числа военнослужащих для эффективного ведения боевых действий и удержания занятых территорий. Темпы набора контрактников в России существенно снизились в последние месяцы, а качество подготовки новобранцев вызывает серьезные вопросы у командования. Потому The Eurasian Times считает, что Россия могла бы разместить ограниченные воинские контингенты КНДР на военных объектах по всей стране, а не только на Курской области, чтобы высвободить российские войска для выполнения непосредственных боевых
их задач. В войне в Украине было бы логично предположить, что войска КНДР, направленные в Россию, будут вести подготовку к непосредственному ведению боевых действий с силами НАТО. Без такой подготовки потенциал сдерживания, полученный в результате такого направления, был бы утрачен, подчеркивает та же The Eurasian Times. А такая боевая подготовка будет долгой и трудной. Маловероятно, что требуемый срок составит менее года. В дополнение к использованию российского огнестрельного оружия, войска должны будут пройти обучение работе с системами связи на поле боя. И все эти факторы, по мнению The Eurasian Times, просто исключают саму возможность того, что северокорейские батальоны окажутся в Украине. Однако не следует забывать, что у Северной Кореи достаточно солдат, чтобы помочь России. И даже незначительная помощь в рекрутах позволит изменить ход войны в Украине. Тем более, что чем дальше идет война, тем сложнее украинским бойцам обороняться от России. Ходят уже разговоры о том, что Россия будет готовить стремительное наступление на Донбасс или даже на весь левый берег Днепра в следующем году. Но об этом мы будем говорить в следующих видео. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч!